Здравствуйте, друзья! Сегодня будет необычное видео. Я проведу виртуальную экскурсию по виртуальному шоуруму. Это будет обзорная экскурсия, и в ней я расскажу только о том, какие зоны представлены в этой виртуальной реальности. Каждая из этих зон достойна отдельного ролика. Там есть о чем рассказать. Ну что ж, начнем. Добрый день! У нас тут как раз день. Добро пожаловать к нам в шоурум. Я проведу небольшую экскурсию и покажу, чем порадует наша экспозиция. Начну с Тагуны, вернее с ее невысокой версии, которая так и называется – Taguna Low. Дизайн ее разработан Пирсоном и Ллойдом в рамках серии Parks, и она идеально подходит для зон ожиданий и неформальных переговоров. Давайте пройдем немного вперед. Небольшая остановка у еще одного творения Пирсона и Ллойда – Parks Causeway, очень гибкого набора модулей для зоны ожидания. Мы находимся возле кабинета руководителя и переговорной комнаты. Забыл сказать, все помещения отделены с помощью стеклянных и модульных перегородок BEN. В данном случае это перегородки серии RG. На перегородке находится пульт управления, который позволяет переключать различные варианты конфигурации мебели. При этом слегка меняются и варианты остекления. При появлении новых серий мебели будут появляться новые сценарии в меню. На данный момент в стадии разработки находится новая серия мебели для кабинетов руководителей Ports. А это у нас Idea Lab. Помещение сделано по аналогии с помещением в венском шоуруме. Оно призвано обеспечить как можно более творческую атмосферу и дать как можно больше различных мебельных решений для различных вариантов общения, включая интерактивную стену Idea Wall. Мы перешли к Nuxus Think Tank. Это небольшие кабинки для разных офисных ситуаций. Это может быть и переговорная комната, место для сосредоточенной работы и даже телефонная будка. Всех их объединяет хорошая звукоизоляция и наличие потолка, в который встраиваются светильники и вентиляция. При желании также встраиваются датчики присутствия и средства пожаротушения. Поднимаемся на второй этаж и по пути посмотрите несколько вариантов использования нуксов. На лестничной площадке стоит очень удобная мягкая мебель Винги, они же Parks Wings. С пикселями вы уже знакомы по другому видео. Ссылка сейчас появится в углу экрана. Перед нами еще одно творение пера Пирсона и Ллойда. Мебель для индивидуальной работы. Очень удобно при наличии гигантского open space, когда посередине делается островок из таких модулей, и место в нем занимается сотрудниками по мере необходимости сосредоточенно поработать. Особенно это пользуется популярностью у юристов. Называется это место Docklands, то есть место в порту, где происходит сервисное обслуживание. Это уже более стандартный вариант рабочих мест. На этом пульте вы можете выбрать различные варианты столов и перегородок, чтобы посмотреть, как они отличаются друг от друга. Эта зона тоже будет обновлена в ближайшее время, так как у нас появилась новая серия мебели Level Lift.
Это зона перегородок и шкафов Frame S. С представителем этой серии вы уже сталкивались в зоне пикселей. Но тогда это была мобильная перегородка, а здесь это стационарное решение для организации офисного пространства. Галерея красоты от партнеров. Мебель-скульптура. Она не только красивая, но еще и очень удобная. Тут представлены экспонаты от Actio, Whitman, Blastation, True Design. Стоп, чуть не забыл. Мне тут сказали, что надо просить ставить лайки, а то забывают. В общем, ставьте лайки, жмите в колокольчик, подписывайтесь на канал, делайте все, что надо. Спасибо. Еще один тип рабочих мест сотрудников с собственной уникальной системой хранения. Cube S. В этом крыле шоурума показана законченная композиция, своего рода мини-open space. А это конфигуратор, дающий возможность увидеть различные варианты решений из этой серии. Последние несколько лет крупные проекты не обходились без локеров. Так как сотрудники все чаще не имеют собственного выделенного рабочего места, им необходимо где-то хранить свои вещи и получать бумажную корреспонденцию. Возвращаемся на первый этаж. На лестничной площадке нам снова попались свинги. На этот раз их высокая версия, ушастая. Кстати, уши обеспечивают очень высокий уровень акустического комфорта при разговоре. А ниже, рядом с Causeways, стоит вращающееся кресло Wing со складным столиком для письма. Спускаемся дальше и переходим к самой тяжелой с точки зрения программирования части шоурума. За двухстекольной безрамной перегородкой серии RF находится трансформируемый конференц-зал. Что это значит? В данный момент помещение разбито на 3 комнаты. Каждая из этих комнат имеет собственный вход и может быть либо переговорной комнатой, либо для проведения семинаров, либо зрительным залом. Но при необходимости мебельные перегородки убираются и помещение объединяется в один зал, в котором могут разместиться до 130 человек. Шоурум постоянно развивается, и этот зал готовится для демонстрации всех вариантов офисных кресел и стульев. Пока вход туда запрещен. Проходим, не задерживаемся. В любой корпорации должен быть вместительный конференц-зал VIP-уровня. Мы не могли обойти стороной такую важную часть офиса. Он отделен перегородками R-Platform, которые могут быть не только стеклянными, но и комбинированными из меламина, фона и ткани. Вы можете выбрать несколько вариантов мебельного наполнения. Ну и конечно же, он должен быть оборудован правильным мультимедиа. Мы приближаемся к месту начала нашей экскурсии и завершаем ее снова Тагуной. На этот раз Тагуна High, то есть более высокой версии из этой серии. Это островок для переговоров внутри Open Space или в холле входной группы. Не устали ходить? Предлагаю присесть в American Dinner. American Dinner является ближайшим родственником вингов, так что он бывает и низким, и высоким с ушами, а также он бывает на 4 или на 6 человек. При необходимости
Вот эту зону можно устроить в мультимедиа. На этом наша экскурсия подходит к своему концу. Спасибо, что зашли в гости. Обязательно поставьте лайк, если понравилось, чтобы YouTube не придал забвению этот ролик. Заходите в наш невиртуальный шоурум. До свидания.